Привет, друзья! Сегодня начну с неожиданной новости из Мюнхена и Франкфурта. Цены на жилье здесь упали почти на пятую часть, и эксперты считают, что прежние риски перегрева рынка ушли в прошлое. Но это лишь начало. Дальше я разберу, почему лидеры немецкой политики говорят о величайшем вызове со стороны партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Какие страны названы лучшими для спокойной жизни на пенсии, и зачем Литва, Латвия и Эстония строят стену дронов на восточном фланге Европы. Будут специально для вас и свежие данные о состоянии экономики Германии и горячие споры об оплате за визит к врачу. Темы, которые касаются каждого, кто проживает в Германии. Оставайтесь до конца, чтобы ничего не пропустить. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе главных последних событий Европы и Германии. Итак, цены на жилье в Мюнхене и Франкфурте серьезно снизились. По оценке швейцарского банка UBS, с пика предыдущего ценового бума они упали, скорректированные с учетом инфляции, примерно, внимание, на 20%. В результате угроза возникновения ценового пузыря в этих городах считается снятой. Ранее Мюнхен и Франкфурт входили в число мегаполисов с наибольшим риском пузыря на рынке жилья. Однако теперь UBS переместила горячие точки на другие города. Максимилиан Кункель, главный инвестиционный стратег UBS в Германии, отмечает, цитата, «Рынки жилья в Мюнхене и Франкфурте после коррекции стабилизировались, тем не менее ситуация остается напряженной, доступность жилья по-прежнему под давлением. В Франкфурте спрос поддерживает быстро растущий финансовый сектор, что создает основу для дальнейшего роста арендных ставок. UBS ожидает, что инвесторы со среднесрочной перспективой могут выиграть от восстановления цен. В Мюнхене же уже сейчас наблюдается оживление спроса, однако резкий рост цен в ближайшее время маловероятен. Экономические факторы накладывают ограничения. Таким образом, спад цен снял острые риски перегрева на рынке жилья в Мюнхене и Франкфурте, но перспективы роста сохраняются, особенно при улучшении финансовых условий и ограниченном предложении жилья. И еще интересная новость, которая вызывает обеспокоенность у лидеров правящей коалиции во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. На закрытом партийном семинаре фракции Христианско-социального союза ХСС, проходившем в баварском монастыре Банс, лидер партии и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что рост поддержки партии «Альтернатива для Германии» АДГ представляет собой величайший вызов для современной политической жизни Германии. Зёдер подчеркнул, что любой союз или сотрудничество с «Альтернативой для Германии» категорически исключены. По его словам, даже если АДГ сейчас набирает голоса в вопросах, это не означает, что ее идеология пользуется более широкой поддержкой. Лидер ХДС назвал «Альтернативу для Германии» АДГ правой кадровой партией, подчеркнув, что цель этой партии постепенно захватить функции союза. Он призвал членов фракции не игнорировать динамику опросов и воспринимать ее как мотивирующий фактор к активным действиям. В выступлении Зёдер также связал рост настроений «Альтернативы для Германии», усиливающейся тревогой среди граждан, особенно в контексте внешнеполитической напряженности. Он отметил, что поведение на восточной границе НАТО требует максимального внимания и призвал Союз и НАТО быть решительными. Таким образом, на нынешней повестке ХСС усиление четкого противостояния «Альтернативы для Германии», мобилизация внутри Союза и призыв к более активной политической борьбе в условиях растущего давления со стороны правого фланга. Далее очень интересная новость, на которую стоит обратить внимание. Мировой рейтинг глобального пенсионного индекса за 2025 год назвал 3 лучшие страны для жизни на пенсии. На первом месте расположилась Панама, благодаря теплому климату, низким ценам на жизнь, стабильной политике и специальной пенсионной программе, дающей многочисленные льготы пенсионерам. На втором месте Португалия, европейское государство, которое ценит за высокое качество здравоохранения, развитую инфраструктуру и умеренные расходы на жизнь. Здесь также существует крупное сообщество эмигрантов и привлекательные условия для получения вида на жительство. И третью позицию занимает Коста-Рика. Пура вида означает расслабленный образ жизни. Страна привлекает политической стабильностью, красивой природой и функционирующей системой здравоохранения. Эксперты отмечают, что для рейтинга учитываются такие факторы, как стоимость жизни, качество здравоохранения, климат, инфраструктура и оформление пенсионных виз. Итак, согласно глобального пенсионного индекса на 2025 год, запомните, Панама, Португалия и Коста-Рика стали лидерами среди направлений для комфортной жизни после выхода на пенсию.
А дальше еще интереснее. 3 страны – Литва, Латвия и Эстония – объявили о разработке нового совместного проекта под названием Air Shield, направленного на защиту восточного фланга Европы от угроз с воздуха. Инициатива также известна как «Стена дронов». Главной задачей Air Shield станет отлов и нейтрализация дронов. Система будет сочетать радары, камеры и радиосенсоры, а принятие решений об ответных мерах в значительной степени возложено на алгоритмы искусственного интеллекта. Эстонская фирма DeepSeek Intel и латвийская Origin Robotics возглавляют разработку. По словам Агриса Купорса, основателя и SEO компании Origin Robotics, система будет работать полностью автономно от обнаружения до реакции. Однако тактический выбор конкретной меры, то есть глушение, блокировка, перехват, остается за национальными вооруженными силами. Руководитель DeepSeek Intel Янус Там уточнил, что Air Shield не призван заменить традиционные системы противовоздушной обороны, а выступить дополнительным уровнем защиты, особенно против низколетящих беспилотников. Литва уже выделила значительные суммы, Латвия инвестирует средства в разработки через несколько компаний, Эстония планирует финансирование на ближайшие годы. Ранее балтийские страны обращались к Европейской комиссии с просьбой о финансировании на сумму около 19 миллионов евро, однако получили отказ. Замечу, что Европейский Союз и его руководители, включая президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, призывают воспринимать Air Shield как часть основы надежной обороны, а не просто технологический проект. Итак, Литва, Латвия и Эстония стремятся укрепить воздушную безопасность восточного фланга и с помощью высокотехнологичного проекта Air Shield ставят ставку на автономные системы и международное сотрудничество. И это еще не все. Специально для вас свежие данные из немецкой экономики. В последние месяцы ключевые макроэкономические показатели показывают смешанную динамику. Роста в промышленности и внешней торговле явно не хватает, и многие компании отмечают слабый деловой климат. Индекс деловой активности, измеряющий состояние промышленного производства и заказов, опустился ниже уровня 50 пунктов, что традиционно сигнализирует о риске спада. Это говорит о том, что в обрабатывающей промышленности заказы уменьшаются, а производственная активность сдерживается. При этом сектор услуг и внутренний спрос пока еще оказывают определенную поддержку. Многие предприятия говорят о некоторой оживленности, но признают, что для устойчивого роста этого недостаточно. Также внимание приковано и к ценовым и инфляционным трендам. Рост расходов на энергию и сырье повышает нагрузку на бюджет предприятий и домохозяйств. Федеральное статистическое ведомство и экономические институты Германии предупреждают, без активных мер по стимулированию экономики и улучшению инвестиционного климата рост останется слабым и риски входа в рецессию могут усилиться. Итак, текущие экономические данные Германии свидетельствуют о том, что экономика находится в состоянии повышенного риска, промышленность сжимается, внутренний спрос еще удерживает положение, но будущий рост будет зависеть от внешних и политических решений. И еще новость, которая заставит каждого задуматься, это новость из сферы здравоохранения Германии. Заместитель председателя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Альберт Стегенман предложил ввести плату в размере, внимание, 200 евро за прямой визит к врачу, если пациент обходит систему первичной медпомощи, минуя семейного врача. По его мнению, такой подход поможет восстановить роль доктора-направителя и снизить нагрузку на узких специалистов. Свою поддержку предложению выразил также политик из Христианско-социального союза Штефан Пильзингер, который призывает разгрузить специалистов от мелких случаев, позволяя им сосредоточиться на сложных пациентах. Однако министр здравоохранения от ХДС Нина Варкин идею штрафной платы встречает скептически. Она выступает за то, чтобы семейный врач оставался первой инстанцией, но настаивает, что дополнительное финансовое бремя для пациентов недопустимо. При этом она призывает к реформам, которые обеспечивают баланс между доступностью медицины и устойчивостью системы. Медицинское объединение и врачи также критикуют инициативу. Вице-председатель Федеральной ассоциации больничных касс Штефан Гофмистер предупреждает, что грубые решения не решают сложные системы. Ассоциация семейных врачей указывает, что предложение не учитывает исключения, например, нарушение зрения, психотерапия и другие. Сторонники реформ подчеркивают, что основная мотивация состоит в управлении потоками пациентов и экономии средств системы медицинского страхования. Однако скептики напоминают, в Германии уже была практика оплаты за прием к врачу, и она отменена из-за своей непопулярности и низкой эффективности. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.